Кошелек с деньгами. Как в засушливое лето не хватает дождя, в доме малютки материнского тепла, а старой деве пресловутых штанов в шкафу, так Ирке не хватало денег до зарплаты. Опустошенная мелочница, сданные бутылки и макулатура не спасали положение. Ирка предприняла поход к двоюродной бабушке, помыла у старушки окна, от обеда отказалась, но бабушка, улучив момент, когда Ирка пошла в туалет, сунула ей в кошелек 3 сотни. Ирка обнаружила деньги дома, шла пешком 1,5 часа, потом еще у подъезда разговаривала со знакомой, все пыталась набраться наглости занять денег. Когда краснея и сжимаясь она попросила выручить, то знакомая достала из кошелька 50 гривен, объяснив, что все деньги у нее на карточке. Ирка, чувствуя себя совершенно униженной, взяла купюру и, кивнув на прощание, поспешила домой. И вот дома она обнаружила 3 сотни в кошельке. На 350 гривен можно было прожить до зарплаты. Она воспряла духом и стала готовить себе ужин. Долго отмачивала засохшую морковку, потом нарезала ее и бросила на сковородку. Туда же отправилась нарезанная луковица, а когда лук и морковь прожарились, она добавила натертую на крупной терке кочерышку, которую не решалась выбросить. Такое вот овощное рагу сочинила. В почти пустую банку варенья добавила кипятку, вот тебе морс. Получился прекрасный ужин. После ужина хотелось посмотреть какой-то фильм, но соседи, видимо, отключили Wi-Fi. Wi-Fi уехали за город, а про то, что Ирка хочет в субботу повисеть в интернете, как-то не подумали. Но у Ирки было пару фильмов, которые она скачала уже давно, но не было настроения смотреть. Вот за просмотром и скоротает вечер. После первого фильма Ирке до одури захотелось конфет. Конфеты разрушали все экономные планы, и Ирка включила второй фильм. После второго фильма она поняла, что без кусочка шоколада не уснет, и решила сбегать в супермаркет. Там возле кассы разложены такие маленькие шоколадки по 2 гривни. Она быстро оделась и побежала за лакомством. Долго колебалась, хотела взять 3 шоколадки, но здравый смысл победил. Она взяла 1 шоколадку, 1 пачку лапши быстрого приготовления и 1 потемневший банан. Вышла из магазина и медленно пошла домой. Она мечтала на ходу, как скоро изменится ее жизнь, как интересно и весело будет проходить каждый ее день. Вдруг она увидела, как у идущего впереди мужчины выпал кошелек. Он нес 3 сумки, при этом еще что-то увлеченно рассказывал идущей рядом женщине, которая тоже несла какие-то пакеты. Видимо, они сделали покупки на всю неделю, или завтра к ним приедут гости. Ира подняла с земли кошелек, такой красивый, набитый всякими картами и деньгами. Сердечко застучало часто-часто. Она вмиг представила, как накупит себе всяких кофточек, брючек, платьюшек и шарфиков. Потом после шопинга пойдет в кафе, закажет себе что-то невероятное, крутое, карпаччо или буябес. Как будет после пить кофе из крошечной чашечки, оставит не скупясь чаевые официанту. Но не в силах противостоять своей натуре, она крикнула как можно громче: «Мужчина! Вы кошелек потеряли!»